26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд начальник смены блока номер 4 ЧС Александр Акимов приказал заглушить реактор по окончании работ, проводимых перед остановом энергоблока на запланированный ремонт. Система контроля не фиксирует ни одного аварийного сигнала. Оператор реактора Леонид Топтунов снял с кнопки аварийной защиты колпачок, предохраняющий от случайного, ошибочного нажатия, и нажал кнопку. По этому сигналу 187 стержней системы управления и защиты реактора начали движение вниз, в активную зону. На мнемотабло загорелись лампочки подсветки и пришли в движение стрелки указателей положения стержней. Александр Акимов, стоя в полоборота к пульту управления реактором, наблюдал это, увидел также, что зайчики индикаторов разбаланса АР метнулись влево, это его выражение. Но дальше произошло то, чего не могла предсказать и самая безудержная фантазия. После небольшого снижения мощность реактора вдруг стала увеличиваться со всевозрастающей скоростью, появились аварийные сигналы. Топтунов крикнул об аварийном увеличении мощности, но сделать что-либо было не в его силах. Все, что он мог, сделал. Удерживал кнопку аварийной защиты, стержни СУС шли в активную зону. Никаких других средств в его распоряжении нет. Да и у всех других тоже. Александр Акимов резко крикнул «Глуши реактор!», подскочил к пульту и обесточил электромагнитные муфты привода стержней СУС. Действие верное, но бесполезное. Ведь логика СУС, то есть все ее элементы логических схем, сработала правильно, стержни шли в зону. Теперь ясно, после нажатия кнопки АЗ верных действий не было. С коротким промежутком последовало 2 мощных взрыва. Стержни аварийной защиты прекратили движение, не пройдя и половины пути. Идти им было больше некуда. В 1 час 23 минуты 47 секунд реактор разрушился. Это крах. Предельная катастрофа, которая может быть на энергетическом реакторе. Ее не осмысливали, к ней не готовились. Никаких технических мероприятий по локализации на блоке и станции не предусмотрено, нет и организационных мер. Растерянность недолго владела нами. Оглядываясь в прошлое, мы сделали все возможное в той экстремальной обстановке. Больше сделать полезного ничего было нельзя, никакой паники. Ни один человек самовольно не покинул блок. Уходили только по распоряжению. Все мы вышли из этого испытания с тяжкими повреждениями здоровья, для многих роковыми. Это были профессиональные работники, ясно осознающие опасность работы в той обстановке, не дрогнули, отдавая должное профессиональной, мужественной, на грани самопожертвования работе персонала и после аварии, об этом нельзя не сказать. Нет, я не молчал все эти 5 прошедших лет, не признавая ни себя, ни персонал виновными во взрыве реактора, писал подробные технические обоснования этого. Куда? Да проще сказать, куда не писал. Все бесполезно. Интересно получается в нашей благословенной стране. Как одни получают доступ в газеты, журналы, так другим уже дорога закрыта. Зачем разные взгляды на одну и ту же проблему? Истина-то одна. Был в Германии, там нашли возможным организовать почти получасовую передачу по телевидению. Напечатали очерк в газете, и это без какой-либо инициативы с моей стороны. В октябре 90-го года прочитал доклад группы специалистов МАГАТЭ, выпущенный в 1986 году, после информации советских специалистов в Вене о причинах Чернобыльской катастрофы. Поскольку советские информаторы во главе с академиком Легасовым к истине не стремились, в клевете на персонал прибегли к лжи, умолчали об известных фактах, то и доклад специалистов МАГАТЭ содержал явные неточности. Замечания по докладу я направил директору МАГАТЭ господину Бликсу. Мои замечания каким-то образом попались на глаза редактору одного зарубежного журнала, и он в письме предложил мне написать для журнала статью, которая была и напечатана в ноябре 91 года. Как люди нормальные, они хотят учиться на чужих ошибках, а мы и на своих не хотим, пусть каждый набьет себе шишек. Прочитал я в «Огоньке» интервью академика Александрова, написал статью и принес в редакцию. На слово верить не просил, указал, где можно проверить написанное. Согласен был на любое изменение статьи, естественно, с сохранением смысла сказанного. Не напечатали. Им надо, а нам нет. Понимаю, места в «Огоньке» мало, но ведь после этого нашли же место клеветническим измышлениям на персонал для Кивролева и Осмолова.
утверждаю, клеветническим. Нельзя, конечно, говорить, что ничего не меняется, выявляются подлинные причины катастрофы. Нет, не выясняются, они ясны давно, а создателям реактора ясно немедленно после аварии. Странные в этом деле подобрались доктора и академики, годами в упор не видят очевидного. И все же верю, будет правда обнародована, и даже верю не через 50 лет, а раньше. Официальная версия причин катастрофы, до сих пор остающаяся неизменной, однозначно возложила вину на оперативный персонал. Почему так произошло, изложу, как это мне видится. Думал об этом много, есть вопросы ясные, есть и непонятные. Выводы официальных органов о причинах катастрофы, здесь все просто. В то время никаких других выводов и быть не могло, потому что расследование с самого начала было отдано в руки создателей реактора, то есть потенциальных виновников. Ни в одной комиссии не было лица, заинтересованного назвать причинами аварии реактор, его свойства. Всех устраивало возложение вины на персонал. Привычно идет по накатанной для Советского Союза дорожке. Нет у нас других причин возникновения аварий, кроме разгильдяйства и неграмотности обслуживающих людей. Нет, другого быть и не могло. Почему же наши проницательные, дотошные корреспонденты так безоглядно и безоговорочно поверили всему? Почему их не насторожил односторонний подбор комиссии? Ну, конечно, комиссии тяжеловесные, авторитетные, сомнений не вызывают. Но ведь были и сомневающиеся с их мнением, прямо противоположным официальному, их оставили без внимания. Пресса занималась одним – охаиванием персонала. У корреспондента Одинса осуждению подлежит даже то, что я в суде защищался. В нашем советском, безусловно праведном суде даже и защищаться не посмей. Корреспондент аргументов и фактов с уверенностью говорит: во всех учебниках и инструкциях указано, что реактор не может взорваться ни при каких условиях. Не встречал я ни в учебниках, ни в инструкциях, что взрыв реактора невозможен ни при каких условиях. Более того, в 1986 году знал по крайней мере о 5 случаях, фактически о взрывах в нашей стране. Оператор реактора четко знает, что с реактором нельзя делать что хочешь. Взрыв не взрыв, а авария в этом случае точно будет, и тяжелая. За дурачков нас выставляли, дескать, что с них возьмешь. Фактически в общественность пошло заключение о причинах аварии, принятое на МВТС, под председательством президента Академии наук СССР Александрова. Но как-то мимо внимания прессы прошло, что президент является изобретателем и научным руководителем темы РБМК. Первыми заподозрили неладные эксплуатационники атомных электростанций с реакторами РБМК. Это понятно, стоило только посмотреть и осмыслить технические мероприятия, выполняемые на оставшихся реакторах, как для них стало проясняться техническое состояние реакторов на апрель 1986 года. Они поняли, на чем их держали все годы. Все это узкая, наиболее информированная категория людей. Властям казалось, что преступников обнаружили, объявили, посадили, все в порядке. Позиция, занятая специалистами МАГАТЭ, заслуживает особого разговора. Группа специалистов подготовила доклад, состоящий из 2 частей – о причинах аварии и с освещением радиационных и медицинских проблем. Второй части мы касаться не будем. Как информировали международную общественность по первой части, подробнее расскажу дальше. Реактор взорвался в обычных рядовых условиях, не было никаких природных катаклизмов. Эксперты МАГАТЭ фактически советскими информаторами и также во взрыве обвинили персонал. В связи с этим возникает вопрос: допускают ли эксперты возможность взрыва реактора, исполненного согласно нормативным документам вследствие ошибки оператора? Если допускают, то их пропаганда по развитию ядерной энергетики безнравственна, и на Западе операторы ошибаются. Учитывая квалификацию экспертов МАГАТЭ, им не составляло труда на основе имеющихся у них материалов обнаружить многочисленные несоответствия проекта реактора нормативным документам и сделать заключение о его негодности к эксплуатации. Не составляло труда им сделать заключение и о том, что приписанные нам нарушения инструкции, на самом деле их не было, ни в коем случае не взрывали реактор, отвечающий нормам проектирования. Видимо, ошарашены свалившейся им на голову информацией, эксперты поспешили выпустить доклад, буквально следуя за советскими информаторами. Иначе ничем нельзя объяснить, к примеру, такую выдержку из доклада. Эта распечатка показывает, что из активной зоны реактора было извлечено слишком много регулирующих стержней. В то время оператору следовало остановить реактор. В чем она неверна и почему недопустима для таких компетентных людей? Первое. Распечатки не было. Она получена после аварии. Второе.
Распечатка положения стержней на момент времени 1 час 22 минуты 30 секунд. Кнопка аварийной защиты нажата в 1 час 23 минуты 40 секунд. Это как раз время для анализа распечатки. Надо просмотреть 211 стержней. Еще успеешь ли? Советским информаторам понятно, что надо опорочить персонал. Но почему эксперты не хотят даже немного подумать? Но это так, другое здесь серьезнее. Третье. Неужто не видят эксперты противоречия, что он не располагал достаточным запасом реактивности для выполнения требований при остановке? В это время оператору следовало остановить реактор. Получается, казнить нельзя помиловать вообще без знаков препинания. Предположим, увидели мы по распечатке малый запас. Согласно регламенту, при отключении параметра сбрасываем защиту, получаем взрыв. Так это и было 26.04.86, только кнопку защиты мы нажали по окончании работы. Четвертое и главное, как понимать, что реактор не располагал достаточным запасом реактивности для выполнения требований при остановке. В книгах по реакторам записано, что реактор должен иметь реактивность не больше дозволяемой органами воздействия на реактивность. Это понятно и в полном согласии с физикой реакторов. Что аварийная защита становится разгонным устройством, нет и в документах на РБМК, в проектных, регламенте, инструкциях. Что это так, стало известно после аварии. Конструкторы стержней СУС родили уродов. Советские информаторы в МАГАТЭ и после аварии утверждают, что ничего страшного. И удивительно, уговорили специалистов МАГАТЭ. Непостижимо. Уговаривая, советские информаторы-то знали, что такая конструкция стержней непригодна для работы. Сразу после аварии подъем стержней ограничили, потом заменили стержнями другой конструкции. У них была цель — уговорить, что плохой персонал взорвал хороший реактор, и ведь достигли. Почему Легасову не присвоили звание героя, как об этом сожалеет Губарев? Не понимаю. При таком отношении в другой раз могут и не согласиться врать. Всего 3 десятка слов, а сколько несут ложной информации. Как тут не поверить? Но спрашивается, зачем заместителю председателя Совета Министров Щербине говорить не то? Зачем ему, отцу-батюшке, виновных позабыть, невиновных обвинять? Значит, так и есть. Зачем другому заместителю председателя Совета Министров Ведерникову просто так говорить, прямо скажем врать, что вывели в Чернобыле всего 4 ступени защиты от дурака? Ему это не надо, значит, вывели. Немецкий журнал «Шпигель» номер 29 за 87 год под фотографией подсудимых, директора Брюханова, заместителя главного инженера Дятлова, главного инженера Фомина пишет: беспорядок, халатность, небрежность. Правда, непонятно, как это могло повлиять на физические характеристики реактора. Нет, так просто не могла произойти авария, ведь работали же реакторы, не видят лежащее на поверхности. Почему материалы об аварии засекретили, недоступны до сих пор, а реактор-то не секретный? Не надо быть специалистом, чтобы сделать вывод. Были или не были ошибки персонала, но реактор взорвался в рядовых условиях, и значит, такой реактор не годен. Почему в Советском Союзе ни одной аварии не произошло из-за плохого оборудования? Ну понятно, советское оборудование лучшее в мире, но все же не идеальное. Может, я ошибаюсь? Вот и попытаюсь ответить на эти и другие вопросы. Чернобыльская АЭС расположена вблизи от реки Днепр на реке Припять. В 1986 году это крупный энергетический узел мощностью 4 миллиона киловатт. Первый энергоблок запущен 26 сентября 1977 года, последующие в декабре 1978, 1981 и 1983. Вместе со строительством станции рос и формировался коллектив эксплуатационников. Особых проблем с обслуживающим персоналом не было, ввиду хороших перспектив на получение квартиры и местоположения станции. В реакторный цех на первый блок в основном пришли люди с подобных по устройству реакторов, они и составили костяк. Станция работала вполне удовлетворительно. До 1986 года была одна серьезная авария – разрыв технологического канала на первом блоке в 1982-м. Она привела к длительному ремонту и значительному облучению ремонтного персонала. В целом на Чернобыльской станции инцидентов происходило меньше среднего количества по атомным станциям страны. Выработка электроэнергии в последнее перед аварией время составляла около 28 миллиардов в год, что лишь немного уступало Ленинградской АЭС. И в 1985-1986 годах часть опытных оперативных работников была передана на сооружаемый пятый блок. Передавали, конечно, хороших работников, потому что станция-то одна,
не на сторону отдавали. Отлично понимали трудности пускового периода. Как правило, переходили с повышением должности. Все начальники смены блока, да и начальники смены цехов отработали только на Чернобыльской станции не менее 5 лет. Это не какие-то сидячие начальники, а люди, непосредственно реализующие и контролирующие технологический процесс. После аварии весь оперативный персонал прошел переэкзаменовку, признан годным к работе. Одна очередь станции включала в себя 2 энергоблока, но практически каждый блок функционировал самостоятельно, связей мало. Основное оборудование блока – реактор, 2 турбогенератора, трансформатор. Атомный реактор электростанции – это аппарат для преобразования ядерной энергии в тепловую. Топливом в подавляющем большинстве реакторов служит слагообогащенный уран. В таком большом реакторе, как Чернобыльский, при работе на полной мощности сгорает около 4 килограммов урана за сутки. Фактически задача операторов сводится к измерению и поддержанию нейтронного потока согласно требованиям по поддержанию мощности. 26 апреля 1986 года – злополучный день. Жизнь многих людей он разделил на до и после, что уже говорить о моей жизни. Глубокой пропастью разделились на 2 вовсе не схожие части. Был практически здоровым и последние годы только по 3-4 дня провел на больничном листе, стал инвалидом. Был благонадежным законопослушным человеком, стал преступником и, наконец, был свободным гражданином, стал гражданином осужденным. Именно так теперь называют зэков. Мне досталось участвовать в монтаже, пуске и эксплуатации всех 4 блоков Чернобыльской АЭС. В должностях заместителя начальника цеха, начальника реакторного цеха и заместителя главного инженера. Самое малое – 10-часовой рабочий день при всех рабочих субботах, в горячее время и воскресеньях. Но это не выматывало. Через полгода после пуска 4-го блока все утряслось и наладилась регулярная работа. Однако все равно раньше 6 часов вечера с работы не уходил, и это было нормально. Появилась возможность и на работе заняться обновлением или пополнением технических сведений, без чего, считаю, инженер не может обойтись. Не раз встречал в печати по Чернобыльской АЭС, что из-за досрочной сдачи низкое качество строительства и монтажа. Не знаю. Я приехал на станцию в сентябре 1973 года. На здании столовой лозунг о пуске 1-го блока в 1975 году. Прошел срок, 5 переписали на 6. Фактически первый энергоблок ЧС был запущен 26 апреля 1977 года, 2-й блок в декабре 1978. Но надо полагать, срок его был сдвинут из-за задержки пуска 1-го. Также и 2 последующие блока. Как говорят приехавшие после взрыва на Чернобыльскую станцию председатель правительственной комиссии Щербина, заставлял составить график восстановления блока к осени 1986 года. Фантасмагория иначе не назовешь. Многие спрашивают, было ли у меня какое-то предчувствие беды. Нет, никакого. Да если говорить откровенно, не очень-то и верю в предчувствие. 4-й энергоблок по согласованию с энергосистемой 25 апреля должен был остановиться на профилактический ремонт. К середине дня мощность реактора снизили до 50% и остановили один из 2 турбогенераторов. Далее диспетчер энергосистемы запретил снижение до прохождения вечернего максимума потребления электроэнергии и остановку разрешил в 23 часа 25 апреля. Ничего заслуживающего внимания в это время не происходило. Велись обычно намечаемые на останов проверки и испытания по типовым программам. Пожалуй, только один факт можно отметить из этого дня. После снижения мощности реактора началось его отравление продуктом деления топлива, ксеноном и, соответственно, уменьшение ОЗР. Опишу события и разговоры без объяснения физических процессов и мотивов действия персонала. Опишу без утаивания и прибавления в последовательности, многократно выверенной по записям системы контроля и в оперативных журналах. 23 часа 10 минут 25 апреля после разрешения диспетчера энергосистемы начато дальнейшее снижение мощности реактора и, соответственно, энергетической нагрузки на работающем турбогенераторе. 24 часа 25 апреля при передаче смены состояние следующее. Мощность реактора 750 мегаватт тепловых, ОЗР 24 стержня,
Все параметры согласно регламенту. Перед передачей смены поговорил с начальником смены блока Трегубом, заступающим на смену Акимовым. Осталось только замерить вибрацию турбины на холостом ходу и провести эксперимент по программе выбега турбогенератора. Никаких вопросов не возникало. Измерение вибрации осуществляется при каждой остановке на ремонт. Здесь все ясно. После этого я ушел с БЧУ-4 для осмотра перед остановкой интересующих меня мест. Так всегда делал. Во-первых, дефекты охотнее проявляют себя при смене режима. Во-вторых, при снижении мощности можно более внимательно осмотреть помещение с повышенной радиационной опасностью. Нет, конечно, я не боялся работать в зоне с радиационными излучениями, но и без нужды лишнюю дозу получать не стремился. Вернулся на щит управления в 00 часов 35 минут. Время установил после, по диаграмме записи мощности реактора. От двери увидел склонившихся над пультом управления реактором, кроме оператора Топтунова, начальника смены блока Акимова и стажеров Проскурякова и Кудрявцева. Не помню, может и еще кого. Подошел, посмотрел на приборы. Мощность реактора 50-70 мегаватт. Акимов сказал, произошел провал мощности до 30, сейчас поднимают мощность. Меня это нисколько не взволновало и не насторожило, отнюдь не из ряда вон выходящее явление. Разрешил подъем дальше и отошел от пульта. С Метленко обговорили подготовку по программе выбега турбогенератора и пометили в его экземпляре программы выполнения работы. Подошел Акимов и предложил не поднимать мощность до 700 мегаватт, как записано в программе выбега турбогенератора, а ограничиться 200. Я согласился с этим. Заместитель начальника турбинного цеха Давлетбаев сказал, что падает давление первого контура и, возможно, придется остановить турбину. Я ему сказал, что мощность уже поднимается и давление должно застабилизироваться. Еще Давлетбаев передал просьбу представителя Харьковского турбинного завода замерить вибрацию турбины на свободном выбеге, то есть при снижении оборотов турбины без нагрузки на генераторе. Но это затягивало работу, и я отказал ему. В 00 часов 43 минуты заблокирован сигнал аварийной защиты реактора по останову двух турбогенераторов. В час 03 и 7 минут запущены 7 и 8 ГЦН согласно программе. Акимов доложил о готовности к проведению последнего эксперимента. Собрал участников для инструктажа, кто зачем смотрит и по действиям в случае неполадок. Кроме оператора реактора, ему отлучаться при таком режиме не следует. Все разошлись по назначенным местам. Кроме вахтенных операторов, в это время на щите управления были задействованы в эксперименте работники электроцеха, пусконаладочного предприятия, заместитель начальника турбинного цеха Давлетбаев, из предыдущей смены Трегуб и Разин, оставшиеся посмотреть, начальник смены реакторного цеха Перевощенко и стажеры Проскуряков, Кудрявцев. Режим блока, мощность реактора 200, все параметры в норме. Система контроля объективно зарегистрировала отсутствие предупредительных сигналов по реактору и системам. На инструктаже было установлено, что по этой команде одновременно закрывается пар на турбину. Нажимается кнопка МПА, нештатная кнопка для включения блока выбега в системе возбуждения генератора. Нажимается кнопка АЗ-5 для глушения реактора. Команду Топтунову дает Акимов. В час 23 минуты 04 секунды системой контроля зарегистрировано закрытие стопорных клапанов, подающих пар на турбину. Начался эксперимент по выбегу турбогенератора. Со снижением оборотов генератора после прекращения подачи пара на турбину снижается частота электрического тока, обороты и расход циркуляционных насосов, запитанных от выбегающего генератора. Расход другой четверки насосов немного возрастает, но общий расход теплоносителя за 40 секунд снижается на 10-15%. До 1 часа 23 минут 40 секунд не отмечается изменений параметров на блоке. Выбег проходит спокойно. На БЧУ тихо, никаких разговоров. Услыхав какой-то разговор, я обернулся и увидел, что оператор реактора Топтунов разговаривает с Акимовым. Я находился от них метрах в 10, и что сказал Топтунов, не слышал. Саша Акимов приказал глушить реактор и показал пальцем: дави кнопку. Сам снова обернулся к панели безопасности, за которой наблюдал. В их поведении не было ничего тревожного. Спокойный разговор, спокойная команда. Почему Акимов задержался с командой на глушении реактора, теперь не выяснишь. В первые дни после аварии мы еще общались, пока не разбросали по отдельным палатам, и можно было спросить. Но я тогда, тем более сейчас, не придавал этому никакого значения. Взрыв произошел бы на 36 секунд ранее, только и разницы. В час 23 минуты 40 секунд
зарегистрировано нажатие кнопки аварийной защиты реактора для глушения реактора по окончании работы. Эта кнопка используется как в аварийных ситуациях, так и в нормальных. Стержни СУС в количестве 180 штук пошли в активную зону и по всем канонам должны были прервать цепную реакцию. Но в час 23 минуты 43 секунды зарегистрировано появление аварийных сигналов по превышению мощности и по уменьшению периода разгона реактора. По этим сигналам стержни аварийной защиты должны идти в активную зону, но они и без того идут от нажатия кнопки АЗ-5. Появляются другие аварийные признаки и сигналы: рост мощности, рост давления. В час 23 минуты 47 секунд взрыв, сотрясший все здание. Через 1-2 секунды, по моему субъективному ощущению, еще более мощный взрыв. Стержни АЗ остановились, не пройдя и половины пути. Все. В такой вот деловой, будничной обстановке реактор РБМК-1000 4-го блока ЧС был взорван кнопкой аварийной защиты. Далее я попытаюсь показать, что для взрыва того реактора и не надо было никаких особых условий. Если мне не удастся это, то только из-за неумения доходчиво изложить. Других причин нет. Теперь все произошедшее ясно. После изложения событий на 4-м блоке 26 апреля 1986 года, так как это воспринималось очевидцами, нужно дать пояснение, что происходило с реактором и его системами, почему персонал действовал так, а не иначе, что он нарушал и зачем. Ведь согласно официально объявленной версии, именно персонал является виновником. Только при невероятном сочетании нарушений порядка и правил эксплуатации реактора он взорвался. Целый коллектив авторов, человек 20 со всевозможными учеными степенями, в журнале «Атомная энергия» утверждают, что оперативный персонал допустил непредсказуемые нарушения. Много чего наши ученые наговорили на персонал, вот только от персонала никому слова не было дано. И до сих пор, через 5 лет после катастрофы, ни один центральный печатный орган, ни газета, ни журнал не напечатали ничего из написанного мной. Писал только в ответ на очередные измышления и клевету. Указывал, где проверить написанное, понимая, что зэку доверять не можно. Не то что доктору, уж не говоря об академике, им-то доверие полное. Только киевская газета «Комсомольское знамя» напечатала: спасибо им, что-то очень уж односторонняя у нас гласность. Смене, заступившей на 4-й блок в ночь на 26 апреля, предстояло сделать совсем немного. Нужно было снять электрическую нагрузку с генератора, измерить вибрацию турбины на холостом ходу и провести эксперимент по программе выбега турбогенератора. Многочисленные судьи оперативного персонала утверждают, что персонал ради выполнения производственного задания шел на нарушение регламента и эксплуатационных инструкций. Конечно, мы стремились сделать работу, это же производственное задание, не решение пионерского собрания. С другой стороны, выполнять любой ценой тоже никто не собирался. Персоналу это вообще незачем. Никакой награды за выполнение, никакого взыскания при невыполнении. За мной также не наблюдалось легкомыслия. Перед началом эксперимента по программе выбега турбогенератора параметры реактора нормальные, на блоке нет ни предупредительных, ни аварийных сигналов. И все же бомба в полной готовности была уже в то время. Если бы мы по какой-то причине отказались проводить последний эксперимент и, как рекомендует регламент для глушения реактора, нажали кнопку АЗ-5, то получили бы взрыв точно такой же. Ретроспективный взгляд показывает, что реакторы РБМК были в таком состоянии не один раз, и лишь острая грань отделяла от взрыва ранее. Оказывается, РБМК, как и все реакторы, ядерно опасен при большом запасе реактивности, но в отличие от всех остальных, он еще более опасен при малом запасе реактивности. В книгах по реакторам о таком не говорится, а создатели РБМК, родив перевертыша, по стыдливости или по скромности умолчали об этом его свойстве. Впрочем, если бы они сообщили, то едва ли нашлись согласные эксплуатировать его. Но почему же за чужие грехи платить жизнью, здоровьем и свободой должен персонал, а не сами греховодники? Я не жажду крови. 4 года отсидел в каталажке, мне это как-то не понравилось. Но мне страшно, что люди, сконструировавшие совершенно негодный к эксплуатации аппарат, до сих пор этого не признают и после легкой встряски продолжают заниматься тем же. Чем они еще одарят человечество? Старший инженер управления реактором Топтунов Леонид первым забил тревогу.
«Надо бросать аварийную защиту, Александр Федорович, разгоняемся», — сказал он Акимову. Акимов быстро посмотрел на распечатку вычислительной машины. Процесс развивался медленно. Да, медленно. И Акимов, как это было условлено на инструктаже, приказал глушить. Оператор реактора Топтунов закричал об аварийном увеличении мощности реактора. Акимов громко крикнул «Глуши реактор!» и метнулся к пульту управления реактором. Вот эту вторую команду глушить уже слышали все. Вторая команда ровным счетом ничего не могла изменить. Кнопка-то уже была нажата раньше, и стержни АЗ шли в зону, пока могли. Экспертам и следствию очень хотелось доказать, что реактор начал разрушаться еще до нажатия кнопки АЗ. Буквально сразу же раздался сильный грохот со стороны машзала. 26 апреля 1986 года мы нажали кнопку аварийной защиты при нормальных параметрах, стабильном режиме, в отсутствии аварийных и предупредительных сигналов. Получили взрыв. Сверху посыпались обломки прессованных плиток фальшпотолка. Взглянул вверх. В это время второй удар сотряс все здание, погас свет и вскоре зажегся. Замигали лампы большого количества сигналов. Скомандовал всем резервный пульт управления. Однако все стихло, и в дальнейшем на БЩУ не было протечек воды или пара, не было возгораний, команду отменил. Пошел вдоль щитов с приборами к пульту реактора. Уже первый осмотр приборов, да ничего до пульта реактора, можно сказать, и не смотрел, кроме давления в первом контуре и циркуляции теплоносителя, и то и другое ноль. Уже по этим приборам понял, что это не авария в обычном ее понимании. У пульта реактора глаза мои полезли на лоб. Стержни СУС где-то в промежуточных положениях вниз не идут. Реактиметр показывает положительную реактивность. Операторы стоят растерянные. Полагаю, и у меня был такой же вид. Немедленно послал Кудрявцева и Проскурякова в центральный зал и вместе с операторами опускать стержни вручную. Ребята побежали. Я сразу же понял абсурдность своего распоряжения. Раз стержни не идут в зону при обесточенных муфтах, то не пойдут и при вращении вручную. И что показания реактиметра вовсе не показания. Выскочил в коридор, но ребята уже скрылись. После аварии многократно, практически ежедневно и до сих пор анализировал свои распоряжения и поступки 26 апреля 1986 года, и лишь это распоряжение было неправильным. Хотелось бы посмотреть на того человека, который бы сохранил ясный ум в той обстановке. Достаточно и того, что это была моя первая и последняя глупость. Наступило спокойствие, не заторможенность, а именно спокойствие и явственная мысль, что можно сделать. В коридоре пыль, дым, я вернулся на БЩУ и приказал включить вентиляторы дымоудаления, а сам через другой выход пошел в машинный зал. Там картина, достойная пера великого Данте. Часть кровли зала обрушилась. Сколько? Не знаю. Метров 300-400 квадратных. Плиты обсушились и повредили масляные питательные трубопроводы, завалы. С 12-й отметки взглянул вниз в проем. Там на 5-й отметке находились питательные насосы. Из поврежденных труб в разные стороны бьют струи горячей воды, попадают на электрооборудование, кругом пар. И раздаются резкие, как выстрел, щелчки коротких замыканий в электрических цепях. В районе 7-го турбогенератора загорелось масло, вытекшее из поврежденных труб. Туда бежали операторы с огнетушителями и разматывали пожарные рукава. На кровле через образовавшиеся проемы видны сполохи пожара. Вернулся на БЩУ и приказал Акимову вызвать пожарную команду, как я сказал, со всем усилением. Станционные пожарные к тому времени, оказывается, уже выехали, поскольку один из них был на улице в момент взрыва. Вызвали скорую помощь. Начальнику смены станции, Рогожкину, Акимов сообщил, и тот, согласно инструкции, оповестил Москву, Киев. Станционные работники оповещаются автоматически по записи на магнитофонной ленте, согласно категории аварии. В данном случае была объявлена общая авария, наиболее тяжелая. Как прошло оповещение начальства, описано, уже к утру начали появляться из Киева и Москвы. Со станционным оповещением где-то произошел сбой магнитофона, телефонистка дополнительно обзвонила по списку. Кроме главного инженера Фомина, остальные приехали на станцию вскоре после аварии. Я на блоке не видел никакого начальства вплоть до ухода. Валерий Перевощенко вернулся на щит управления после неудачной попытки пройти в Болонную, где находятся задвижки, присоединяющие подачу воды в первый контур от насосов. Вход в помещение завален, пройти нельзя. Вернули Саша Кудрявцев и Витя Проскуряков.
Старше по возрасту и должности, большинство операторов я называл неполными именами. По имени и отчеству, как исключение по фамилии, называл только при возникновении натянутых отношений. Такие, впрочем, бывали редко и недолго. Саше и Виктору тоже не удалось пройти в центральный зал из-за завалов. И вообще 26 апреля 1986 года, по крайней мере до 5 часов утра, в зале никого не было. Но если хочешь что-то делать, то надо что-то знать. По приборам счета управления картина представлялась ужасная, но информации к действиям не давала. Ушел с БЩУ с намерением посмотреть обстановку в реакторном зале, куда выходит верх реактора. Не дошел. Встретил операторов газового контура Симоненко, Семикопова и операторов центрального зала Генриха Кургуза. Толя Кургуз был страшно обожжен, кожа лица и рук свисает клочьями, что под одеждой не видно. Сказал им быстро идти в медпункт, куда уже должна прийти машина скорой помощи. Игорь Симоненко сказал, что здание реакторного цеха разрушено. Быстро прошел еще несколько метров по коридору на 10-й отметке, выглянул из окна и увидел, точнее не увидел, ее не было, стены здания. По всей высоте от 70-й до 12-й отметки стена обрушилась. Что еще в темноте не видно. Дальше по коридору, вниз по лестнице и из-за здания наружу. Медленно иду вокруг здания реакторов. 4-го, затем 3-го блоков. Смотрю вверх. Есть на что посмотреть, но, как говорится, глаза бы мои не глядели на такое зрелище. Несмотря на ночь и плохое освещение, видно достаточно. Кровли и двух стен цеха как не бывало. В помещениях через проемы отсутствующих стен видны местами потоки воды, вспышки коротких замыканий на электрооборудовании, несколько очагов огня. Помещение газобаллонное разрушено, баллоны стоят наперекосяк. Ни о каком доступе к задвижкам речи быть не может. Прав Перевощенко. На кровле 3-го блока и химцеха несколько очагов, пока еще небольших. Видимо, возгорание происходило от крупных фрагментов топлива, выброшенных взрывом из активной зоны, может и от графита. Хотя при мощности 200 графит имел температуру не больше 350 градусов. Пролетев по воздуху, должен был охладиться. Но дисбергированное топливо могло внедриться в графит, и тогда он разогревался после вылета из зоны. Правда, это сомнительно. Я не видел на земле светящихся кусков графита, и не светящихся не видел, хотя еще раз позднее обходил по улице оба блока, но вниз я не смотрел. Крупных кусков под ногами не попалось, так что не споткнулся ни разу. Около помещения резервного пульта управления 3-го блока стоят пожарные машины. У шофера одной из них спросил, кто старше, и он показал на идущего человека. Это был лейтенант Правик, в лицо я его знал. Сказал, что надо подъехать к коллектору пожарного трубопровода, идущего на кровлю. Рядом находился и гидрант для подключения. Пожарные машины стали разворачиваться, а я поднялся на щит управления 3-го блока. Лица операторов совершенно явно спрашивают, что, однако вслух ни одного вопроса. Дали препарат для йодной профилактики, принял и, ничего не сказав им, ушел. А что я мог сказать? О причинах катастрофы даже и не думал в то время. Впервые начал пытаться сообразить, когда уже отвезли в больницу. Раньше не считал нужным, и было чем заниматься. При обходе блоков снаружи начала прорисовываться картина. Понял, реактор загинул. Представлял себе так. Разорвались технологические каналы, в результате чего в реакторном пространстве поднялось давление и оторвало верхнюю конструкцию. Пар устремился в зал и разрушил здание. Верхняя конструкция после этого села на место. Что ее подбросило, и она стала на ребро, до этого я не додумался. Да дело это не меняло. С этого момента реактор 4-го блока стал для меня существовать только как источник опасности для оставшихся блоков. Придя на щит управления 4-го блока, приказал Акимову остановить запущенные после взрыва насосы, поскольку воду от них в реактор подать не удастся из-за разрушения арматурного узла. И зачем это делать по прошествии получаса после взрыва? Все, что могло произойти в отсутствии охлаждения, уже произошло. В дальнейшем мы никаких мер к этому не принимали. Петро Поломарчук, здоровенный мужчина, внес и усадил в кресло инженера наладочного предприятия Володю Шашенко. Он наблюдал в помещении на 24-й отметке за нештатными приборами, и его обварило водой и паром. Сейчас Володя сидел в кресле и лишь незначительно перемещал глаза.
ни крика, ни стона. Видимо, боль превысила все мыслимые границы и отключила сознание. Перед этим я увидел в коридоре носилки, подсказал, где их взять и нести его в медпункт. Паламарчук и Горобченко унесли. Владимир Шашенок к утру умер. Оказалось, это жертва вторая. Паламарчук, разыскивая Шашенко, получил большую дозу, и когда нес, намокла одежда на спине. Вода радиоактивная, и даже через 5 лет ожоговые раны на спине не полностью закрылись. Начальник смены Перевощенко сказал, что нет оператора ГЦН Валерия Ходымчука и 2 операторов центрального зала. Коротко приказал искать. Дошел работник Харьковского турбинного завода Кабанов с 2 своими товарищами. Я сказал им, чтобы они уходили с блока. Кабанов начал мне говорить, что остается в машинном зале лаборатория по измерению вибрации. Это была хорошая лаборатория производства ФРГ. Одновременно измеряла вибрацию всех подшипников, и компьютер выдавал хорошие наглядные распечатки. Жалко было Кабанову ее терять, и здесь единственный раз 26 апреля я повысил голос, заругался на него. «Пропади она пропадом, эта машина, уходите с блока немедленно». Обязан сказать, 26 апреля 1986 года все, кто был на блоке, исполняли поручения по первому слову, никаких отговорок. Ни разу не пришлось повторять распоряжения. Что могли и видели в этом необходимость, сделали сами. Не знали, что делать, это было. А кто там знал? К такой аварии не готовились. И, по-моему, не надо готовиться. Такой аварии быть не должно. Ее нельзя допускать. Но готовность сделать была у всех, даже неоперативные работники делали. Правда, их быстро отправляли с блока. Только начальник смены станции Рогожкин, считаю, не исполнил как надо свои должностные обязанности. Практически он к работам на 4-м блоке не имел никакого отношения. По должности именно он обязан руководить в аварийной обстановке. Он единственный не мог пройти на БЩУ из-за завалов. Другие ходили. Да и экибаны там не было. Страшно? Было. Что должен начальник смены сделать, увидев завал? Взять людей и разобрать. А по коридору на 10-й отметке завал состоял из килограммовых алюминиевых щитов фальшпотолка. Замерили мощность дозы на резервном пульте управления. Ну, там зашкал. Переход туда отпал сам собой. Акимову сказал отправить на 3-й БЩУ оператора реактора Топтунова и оператора турбины Киршенбаума. Сделать полезного они ничего не могли, а обстановка здесь крайне неблагоприятная. На щите остались Акимов и Столярчук. Теперь занялись основной полезной работой, которую выполнил оперативный персонал 4-го блока с риском для жизни и здоровья. Из-за многочисленных повреждений трубопроводов и конструкций зданий постоянно происходили короткие замыкания в электрических цепях, источник возникновения пожаров. Когда шел с 3-го блока, встретил заместителя начальника электроцеха Лиличенко, взял его с собой. Теперь свел Лиличенко и Акимова и приказал отключить механизмы и разобрать электросхемы, с тем, чтобы обесточить максимальное количество кабелей и электросхем. Плюс приказал также слить в аварийные цистерны масло турбин и вытеснить водород из электрических генераторов. Всю эту работу выполнил персонал электрического и турбинного цехов. Выполнил. И кто погиб, кто получил тяжелые телесные повреждения, хорошо помогли персоналу смены заместителя начальника турбинного цеха Давлетбаев и электроцеха Лиличенко. Удивительный человек Александр Григорьевич, и здоровяком его не назовешь. Не понимаю, откуда он взял силы еще и после 26 апреля 2 или 3 дня выходить на работу и опять в ту же радиационную обстановку. И когда его отвезли в больницу в Киев, прожил недолго. Горько и безотрадно было мне слышать о неухоженности и осквернении могил погибших операторов на Митинском кладбище в Москве. Сейчас об оперативном персонале. Если бы он не сделал то, что сделал, без сомнения возникли бы новые пожары, и уже при малом количестве дежурных они обнаруживались бы при их сильном развитии. Те пожары, которые возникли при взрыве, причем частично ликвидированные персоналом, вывели из строя 2 пожарные части – станционную и Припяти. Кто бы и какой ценой ликвидировали новые? Считаю, персонал действовал правильно, исключительно самоотверженно и сделал все возможное в той обстановке. Ничего больше сделать было нельзя. Я рассказал, как было,
и вы сами теперь можете судить. Не хочется осуждать людей, но осквернять могилы, чьи бы они ни были, варварство. Никто не заставляет носить цветы, но выбрасывать принесенные нельзя. Лживая, официальная версия, свалившая все на убитый персонал, и там не дает им покоя. А говорят, у лжи короткие ноги, видно нет, и прыгуча, и живуча. Акимов приступил к исполнению, а я вновь вышел на улицу. Очаги огня на крыше еще не были погашены, поэтому на третьем блоке приказал глушить реактор и расхолаживать с аварийной скоростью. Присутствующий на щите третьего блока Рогожкин сказал, чтобы я согласовал обстановку с Брюхановым, на что я ответил: глуши, пока обстановка более или менее нормальная. Ну конечно, никакая она была не нормальная, и на третьем блоке просто технологически еще ничего не мешало работе. В последнее время пошли какие-то непонятные разговоры вокруг пожарных, и действия для их были неправильными, и обстановкой не вызывались. Корреспондент газеты «Комсомольское знамя» спрашивал меня о нарушениях пожарными инструкций. Не знаю, может, они и нарушали какие-то инструкции, да изменить это ничего не могло. Надели бы они защитную дозиметрическую одежду, не помогла бы она им. Их штатная одежда из грубого материала, сапоги, от излучения их ничего защитить не могло. Спасти могло только автоматическое пожаротушение, не требующее присутствия людей на крыше реакторного и химического цехов. Такого не было. Была разводка трубопровода по периметру с ответвлениями для присоединения пожарных рукавов, которые находились рядом в ящиках. Без людей там ничего не сделать. И уже вовсе непонятное интервью директора Брюханова, что и пожара-то не было, и напрасно вовсе послали пожарных на погибель, сталкивать раскаленные куски графита. Что мне приснился огонь? Ведь именно из-за него я отдал распоряжение остановить третий блок. Да, признаю, бушующего пожара этого только и не хватало тогда не было, только отдельные очаги. Так что же было делать лейтенанту Правику? Ждать, когда они соединятся в одно грандиозное пламя? Тогда уже неизбежен переброс на 3 других блока с совершенно непредсказуемыми последствиями. Может, надо было подождать, пока само погаснет? Обычно само гаснет только когда все сгорит, что гореть может. И вопросы корреспондента ко мне, не сам же он придумал, и в интервью Брюханова тоже корреспондент вопрошал. Все это звенья одной цепи. Неужто завидно наградам за смертельную работу? Так повтори ее. Наша действительность случаев предоставляет достаточно. При выходе с третьего БЧУ в коридоре встретил Чугунова и Ситникова, одетых уже с учетом дозиметрической обстановки. У меня была обычная спецодежда и полуботинки. Бахилы бы значительно облегчили мое состояние, защитили бы ноги от страшных ожогов, до сих пор не прошедших. Но что в них за ходьба? Да и не обращал я тогда на это внимания и ушел на 4-й блок. Там появился заместитель начальника отдела техники безопасности Красножин, маленького роста, в спешке, видимо, не подобрал одежду по размеру, голова замотана как чалмой вафельным полотенцем, только глаза видны. Про себя не вслух посмеялся от души, несмотря на трагизм положения и дрянное состояние. Периодически тянуло неудержимо на рвоту, но выбросить осталось разве что внутренности, описывать нечего. На щите Перевощенко сказал, что операторы центрального зала нашлись, нет Ходымчука. Операторы никуда не терялись. Когда Перевощенко мне говорил раньше об их отсутствии, то фамилии не называл, а про Кургуза и Генриха я бы сказал ему. Пошли втроем, взяли еще Ювченко и дозиметриста. У входа в зал ГЦН провалено перекрытие, дозиметриста отпустили, бесполезен со своим прибором. Саша Ювченко и я остались у провала, а Перевощенко по консоли полез к помещению операторов, где хоть и с малой вероятностью мог находиться Валерий Ходымчук.